Orico 100 Вт. Вот такой вот вообще очень неплохой зарядник, хотя немножко с маркетингом сама по себе компания Orico перегнула. Но действительно зарядник очень классный и мне понравился. Во-первых, по материалам, во-вторых, по мощности, в-третьих, то, что еще в комплекте я купил ее с вот таким вот очень неплохим плетенным кабелем, как там кричат владельцы iPhone 15, у нас же теперь эксклюзивные плетенные кабели. Нет, у Orico тоже очень неплохие кабели и действительно можно наконец-то расслабиться для владельцев iPhone. Но эта штука подходит и для ноутбуков, которые заряжаются от Type-C, и для смартфонов, и для того же самого Apple iPhone 15. Поэтому, ребят, с обзором на канале Технозон поехали. Мы сейчас с вами на AliExpress. Ссылки на проверенных продавцов лежат в описании под видео. Можете пойти и посмотреть актуальную цену для вашей страны. И, конечно же, подписавшись на наш канал, нажав колокольчик, вы не пропустите дальнейшие обзоры, и это позволит нам развиваться. Orico 100 Вт USB. Голая зарядка стоит $47. С кабелем угловым я ее покупал, $56. Это сет 2, сет 1 у нас с прямым кабелем. Есть в белом цвете, кстати, выглядит. И она еще и под китайскую вилку, поэтому ну не топ. Нам нужно под евровилку. Подходит, как они пишут, iPhone 13 Pro Max, но они перечисляют все, что можно. Короче, сама по себе зарядка. GAN 100 Вт, Power Delivery 3, QX Charge 4, быстрая зарядка, это все понятно. Тут они пишут нам очень красиво, что есть GAN материалы, хотя, ну, само по себе GAN материалы это уже не очень интересные, ну, очень такая формулировка пресловутая, потому что сам по себе GAN это галлий нитрид, да, там, грубо говоря, на который построен этот чип. А GAN материал это они имеют в виду материал корпуса, который жаростойкий. 100 Вт быстрая зарядка, ну, короче, компактный размер и слабый нагрев. Ну, это так очень литературным языком. А вот в чем маркетинг. Они пишут, что можно заряжать два ноутбука сразу, и вот здесь вот маркетинг в том, что это практически невозможно, потому что чуть дальше я вам покажу расписание работы двухпортовых режимов. В двухпортовых режимах максимум 65 на 35 выдает. И я не знаю ультрабуки, которые работают на 35 ваттах. Вот честно вам говорю. Те ноутбуки, которые они показали, это маки, и два мака там как минимум 60-65 ватт должно брать. По крайней мере, мой MacBook Air, который у меня был, он брал 60-65. Тот, который у меня есть сейчас, это Asus ZenBook 14. Слава богу, продал Air и купил этот на Core i7. И теперь кайфую. И два таких ноутбука я не смогу использовать на этой зарядке. Поэтому, ну, они просто немножечко примаркетингили. Это так называю. Дальше. Но один ноутбук и смартфон вообще очень запросто. Смотрите, тут они опять расписывают 100 Вт, как они делятся. Вот здесь вот более честно. То есть отходит на ноутбук, на планшет, на смартфон, и через USB-A можно наушнички заряжать. И, конечно же, как и любая GAN зарядка, они все их покупают и сертифицируют в одном месте. Ну, вернее, никак. Они сертифицируют в одном месте, потому что они все проходят контроль качества под евро. То есть у них есть все необходимые сертификаты, о чем здесь у нас маркировка говорит, чуть ближе потом увидите. Это защита от овервольтажа, от оверампеража, ну я так очень простым языком, от перегрева, от перезаряда, от короткого замыкания, короче, от воспламенения, от интерференции, еще и пожаростойкий материал. Ну, тут они приводят примеры, а вот это то, что нам важно. В однопортовом режиме порт 1, тоже вы увидите, здесь 3 порта Type-C, 1 Type-A, я вот сейчас буду распаковывать, все посмотрите. В однопортовом режиме тут все в принципе понятно, 1 100 Вт, 100 Вт, 30 Вт и 30 Вт, как они заявляют, максимально. Хотя я тоже могу это не подтверждать, потому что согласно протоколам, здесь у нас там 20 с чем-то Вт, здесь тоже 20 с чем-то. Короче, вы посмотрите потом это на самом обзоре. А вот в двухпортовом режиме, вот почему я говорил, что невозможно заряжать два ноутбука одновременно, потому что в двухпортовом режиме Type-C 1 на Type-C 2 это 65 на 30, так же как и с Type-C 3, так же как и с Type-A, везде 65 на 30. И в режиме Type-C 3 и Type-A у нас будет 2 по 15. А трехпортовые вообще распределение такое достаточно интересное. Это у нас 45-30 на 18 везде, либо в использовании Type-C C1, C3 и Type-A это будет 65 и 2 по 15, и Type C2, C3
3, и Type-A будет тоже 65/15. И 4-портовый режим это будет 45/30/15. То есть мы сами понимаете, что 2 ноутбука мы здесь не зарядим, но в остальном всем она действительно соответствует ожиданиям, так же как и заявленным протоколам. Тоже протоколы все покажу, но они тут акцентируют, что есть EFC для Samsung, Quick Charge, FCP, SCP и PD3. Сразу говорю, для ББК групп ничего нет, это отдельные зарядники, поэтому вы тут должны быть, вы должны на это обратить внимание. Так же как и по Samsung, допустим, Galaxy S22, S23 с X5 зарядниками на 45 Вт, по-моему, через сколько там, не помню уже. Здесь тоже этой поддержки не будет, максимально там будет 20-25 Вт. Поэтому, ребят, неплохой зарядник. Переходим, тестируем. Ссылки в описании под видео и ждем наше резюме. Ну что, Orica 100 Вт и C/C кабель 100 Вт. Сразу говорю, Power Delivery. Ух ты, какой он красивый. Вот я люблю продукты Orica почти как Anker, я вам честно говорю. Anker слишком дорого, а Orica здесь вот, они, конечно, сами себя сделали. Молодцы. Здесь у нас глянец, это матовый пластик, такой достаточно увесистый. Слушай, попробуй, какой он такой шершавый, попробуй. Прикол, да? У нас есть 3 порта, мы с вами уже смотрели, что они могут. Есть Type-A, есть 3 порта Type-C, есть Type-A. Мы сейчас с вами определим, какие протоколы поддерживаются. Теперь смотрим кабель Orica с вот таким вот кожаным, смотрите, с таким вот кожаным, с такой кожаной застежечкой. То есть, когда мы его размотаем, вот эта штука, как там кричат на iPhone 15 Pro, плетеный кабель. Так вот он плетеный. Вот он. То, что там айфонофилы придумали себе какие-то кабели и о том, что от Android кабелей что-то у них там будет нагреваться, это полная чушь. Все должно соответствовать единому стандарту. Я брал специально вот такой вот кабель с поворотом. Да, мы его сразу включаем в нагрузку для определения наших протоколов зарядки. Так, Type-C in. Поехали. Так, это у нас PD-триггер вылез. Нам нужно в автодетект протоколов. Сейчас протру чуть-чуть. Так, смотрим. Power Delivery 100 Вт. Это на вот этом крайнем порту. У нас Power Delivery 2 тоже есть. 5 вольт 2,4 ампера. Есть BC 1.2 и MTK PE 1.1 и PE 2.0. Как-то, знаете, слабовато. Нет ни Samsung HFC, ничего. Сейчас попробуем другие варианты. Здесь у нас тоже Power Delivery 100 Вт. Power Delivery 2. Вот здесь появился Quick Charge. Quick Charge 2, Quick Charge 3 до 20 вольт. Есть Samsung 5 вольт 2 ампера. Есть Samsung HFC. То есть второй порт очень даже крутой. И есть у нас МТК. Ну, давай покажет МТК. Да, МТК PE1, P2 и с поддержкой Quick Charge 4, как они заявляют. Давайте еще один Type-C 3 посмотрим, что они нам заявляются. Power Delivery 18 Вт. Ух ты. Power Delivery 2.0 есть. Есть Apple 5 вольт 2.4, BC 1.2, 15, короче, BC 1.2, 5 вольт 1,5 ампера. И все. Ну вот такой вот у нас получается 100 Вт у нас первый и второй порт. Второй порт с поддержкой Samsung HFC. И Power Delivery здесь на третьем порту 18 Вт. Quick Charge нет. Сразу же проверяем порт Type-A. А теперь пришло время потестировать. Конечно же, будем использовать для начала кабель, который у нас показывает. Мы Orica откладываем. Мы будем использовать кабель, который показывает у нас нагрузку, чтобы мы могли сравнить. Вот, пожалуйста, 20 вольт он поднял, и будем добавлять сразу же нагрузку. То есть у нас 100 Вт заявлено на этом C1 порту. 70 набирает очень резво, без просадок, бывает быстро даешь, он начинает просаживаться. 96, 100 Вт. 100 Вт есть, тут покажи зарядку. Вот она, это на первом порту, все работает. При этом, если мы сейчас дадим, допустим, больше, то он погаснет. 103 Вт он держит до 103, я просто резко дал. То есть C1 порт 100 Вт держит. Второй порт
Смотрим, второй порт тоже поддерживает до 20 вольт 5 ампер. Мы помним наши протоколы, которые мы показывали. И здесь тоже смотрим. 70, 80, 90, 100 ватт. Ну, я быстро добавил, сейчас мы выйдем опять на 100. Сейчас до 100 ватт дойдем здесь. Получим их. 97, 8, 100. 100 ватт. Сейчас. Все, 100 ватт честных, то есть даю больше 100, 100 с половиной, уже начинает просаживаться. Давайте включим Type-C 3. Здесь у нас, как мы помним, ограниченное применение. Максимально, сейчас мы узнаем, сколько он у нас вытягивает. 12 вольт 1,5 ампера, 3, 4. Грубо говоря, на этом порту мы можем заряжать iPhone. iPhone 20 ватт. Ну, 18 они там заявлялись, 20 ватт он фактически их поддерживает. Хотя заявлялись 18. То есть до 20 ватт он работает спокойненько. Сейчас мы дадим ему 18 ватт заявленных. 18 спокойно работает, даже чуть больше. 19, ну они округляют верхнюю сторону. То есть тут как бы вопросов нет. Type-A. Type-A проверяем прямо на нашем заряднике. Сейчас отключаем. Включаем. Не, у нас здесь PD триггера нет. У нас здесь Qualcomm Charge. Сейчас мы добавим вольтаж. 9 держит, 12 вольт. И сейчас посмотрим, сколько он нам даст на Type-A фактических замеров. 12, 18, 20, 22 ватта. 20 ватт. Больше 20 ватт не дает. Это фактический замер. Смотрим по пульсации нашего блока питания. Сами оценить можете. Вообще я могу менять различные показатели в виде мощности нагрузки. Вы можете сами оценивать. А в качестве резюме скажу, что зарядка вот с этим вот кабелем получилась очень неплохая за ее деньги, потому что хорошие ган-зарядники. У меня, например, вот есть югриновский зарядник, так он стоит $156, да, там 140-ваттный. А вот этот вот, ну, действительно рекомендую за эти деньги, очень неплохое решение. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.